Кого сжигает Рудиус? Что за библиотека? И когда выйдет аниме? Давайте я расскажу все, что вы могли упустить, смотря новый трейлер 3-го сезона аниме «Реинкарнация безработного». И все это с минимальным количеством спойлеров, ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Трейлер начинается с того, как Рудиус пишет первую страницу своего дневника. Заметьте, пишет он на японском, а не на языке людей, демонов или битв. Привязанность к земле его все еще не отпускает, и он ностальгически пишет дневник на родном языке. Кроме того, так его точно никто не прочитает, кроме него самого. Это важное замечание, кто понял, тот понял. В ранобэ же не упоминается, на каком языке он писал дневник, так что это находка студии Bind. Если вам интересно, что конкретно он написал, то вот перевод с японского. Сегодня я начал вести дневник за последние 10 дней, и дальше обрезается нижней частью экрана. Эта сцена соответствует 10 главе 14-го тома ранобэ. Далее нам показывают мирный пикник семейства Грейрат. Здесь все в сборе. Обе жены, обе сестры, обе мамы, ну и, конечно же, сам Рудиус. Проблема в этой сцене в том, что ее не было. По ранобэ они никогда не выбирались на пикник всей семьей. Кроме того, как уже заметили самые внимательные из вас, у Рудиуса тут обе руки, а как мы помним, он остался одноруким после боя с Гидрой. Более того, обе руки живые, его собственные. Да, Рудиус оставшуюся жизнь будет ходить с протезом. Это не спойлер, в этом же трейлере чуть дальше можно будет увидеть этот самый протез. Но здесь же обе руки на месте. Целые и живые. Варианта почему так на самом деле два. Либо это ошибка аниматоров, которая закралась в трейлер, либо это сцена того, как Руди представляет себе новую жизнь. Грубо говоря, сцена с пикником — это его сон. Или мечты о том, что будет дальше. Следующая сцена трейлера — это сцена с Клиффом, Занобой и Джули. Самопровозглашенный гений и принц королевства Широн вместе пытаются разобраться в живой кукле, которую они нашли в подвале особняка Рудиуса. А это уже должна быть одна из начальных серий 3-го сезона. Рядом с ними Джули, которая поднаторела в магии Земли и уже делает вполне нормальные фигурки. Вы же не забыли, что Рудиус, помимо всего прочего, хочет обелить репутацию суппордов. Ну а фигурки — одна из частей его плана. Далее классическая сцена потасовки Рини с Пурсеной. Не совсем понятно, в каком месте сюжета они находятся и почему они одеты в летнюю форму посреди зимы. Далее нам показывают Нанахоши, которая стоит в поле, залитом закатными лучами, и смотрит на летающую крепость бронированного короля дракона Перугиуса. Нам показывали крепость Разрушитель Хаоса в 1-м сезоне. Тогда он пролетал над городом Роа, а самого короля нам показывали прямо перед катастрофой телепортации. Тогда он послал Аруманфи, чтобы предотвратить катастрофу, и тот напал на Рудиуса и Эрис, но Гислен быстро пресекла это. Самого Аруманфи покажут дальше, вы только подождите. Эта сцена с Нанахоши происходит в 14-м томе. Следующая сцена — самодовольная императрица демонов Киширика Киширис собственной персоной, которая находится где-то посреди демонического континента. Это тоже контент 14-го тома. А вот и следующая сцена. Люк набросился на Рудиуса и схватил его за грудки. Скорее всего, это уже 3-я глава 17-го тома, арка королевства Асура, когда Люк начал обвинять Рудиуса в предательстве. Следующая же сцена длится полсекунды. Но это полсекунды шикарнейшего доспеха. В трейлере нет акцента на том, что это за доспех и чей он, поэтому я просто буду сидеть с довольной улыбкой на лице, ибо эта броня выглядит просто превосходно. Поскорее бы увидеть ее в действии. Следующая сцена — еще один лютый хайп. Нам показали Гислен, одного из самых запоминающихся персонажей второго плана во всем 1-м сезоне аниме. Она жива, здорова, сопровождает Эрис, и, скорее всего, к ней она и обращается в этой сцене. Кстати говоря, сейчас я занят написанием ролика, полностью посвященного Гислен. Как она встретилась с Паоло, за что ее выгнали из деревни Дольдия,
Все это будет в раннем доступе на моем бусте уже в скором времени. Так что обязательно подпишитесь. А помимо всего прочего, там выходят реакции на аниме, список которых сейчас на экранах. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельно хочу поблагодарить главнокомандующих Sape 4, Николая Бондаренко и Night Kiwi. Следующая короткая сцена — это принцесса Ариэль держит в руках чашку чая. Нельзя точно определить, какой это момент в ранобэ. Скорее всего, это контент 16-го тома. Далее нам показывают Элинолис, Клифа, Занобу и Рудиуса, находящихся в городе на демоническом континенте. Да, судьба снова занесет Рудиуса к демонам. Впрочем, по сцене с Киширикой это и так было понятно. Скорее всего, это адаптация 5 главы 14-го тома ранобэ. Следующая сцена — аудиенция у Перугиуса из того же 14-го тома. Если приблизить, то видно Занобу, Рудиуса, самого Перугиуса и первого представителя небесной расы — Сильварил. А вы думали, небесную расу и небесный континент в первом сезоне просто так упоминали? Тем не менее, сад могли бы сделать и подетализированнее. Далее нам показывают заброшенную библиотеку. Точнее, это не просто заброшенная библиотека, а целое подземелье под названием библиотека. Если вы читали веб-новеллу, то вы явно не знаете, что это такое. Это контент, добавленный в печатное ранобэ, а веб-новелла — это по факту черновик, опубликованный в интернете. Я делал видео со сравнением того, как отличаются сюжеты в веб-новелле и ранобэ. Обязательно ознакомьтесь с ним, если вы хотите знать, что дальше вас ждет в аниме. Следующую сцену стоит выделить особо. Не зря там быстро и резко проскакивают сразу несколько страшных кадров. Но сначала Рудиус стоит перед костром и немигающим взглядом смотрит на него. Сложно сказать, какая именно сцена здесь адаптируется. У меня есть предположение, особенно учитывая последующие кадры, что Рудиус сжигает тело кое-кого. А вот кого именно, тут уже простор для фантазии. Как бы сказать, чтобы не наспойлерить. Скорее всего, он сжигает не группу тел. Та сцена, про которую подумали ранобэ-ридеры, происходит в городе. Здесь же за городом. Кроме того, он тут явно не в гневе. Стало быть, он сжигает женщину? Может быть, но сомнительно. Я же думаю, что он сжигает тело одного старика. А вот это уже значит, что нас ждет новая сцена. И, судя по всему, она будет супер драматичной. Далее 3 быстро сменяющихся кадра. Первый — магический кристалл. Явно намек на болезнь магического камня. Тут нет сомнений. Далее пламя и 3 креста с прибитыми на них людьми. Ну, по крайней мере, на одном из них так точно виднеется женщина с длинными волосами. Третий кадр — меч, воткнутый в лужу крови. Все эти 3 кадра относятся к 4-му поворотному моменту и арке дневника. Я не буду говорить ни что за меч, ни что за женщина прибита к кресту, дабы не спойлерить. Просто я, как и другие ранобэ-ридеры, с предвкушением ждем эту арку. Я же говорил, что начиная с Бегарита сюжет станет более мрачным, переходя от драмы к трагедии. Ну так вот. Арка дневника будет пиком трагедии, можете мне поверить. Но трейлер нельзя завершать на негативной ноте. И в следующей сцене нам показывают Атофе Ратофе, еще одну королеву демонов. И она чисто ходячий мем. Она очень сильная и, как и все высшие демоны, очень своевольная. А рыцаря в черных доспехах зовут Мур. И это тоже контент из 14-го тома ранобэ. В следующей сцене Заноба и Элинолис на кого-то нападают. Если поглядеть эту и следующую сцену, то может показаться, что нападают они на этого странного мужчину. Но нет, Заноба и Элинолис — это контент все того же 14-го тома, когда они с Клифом и Рудиусом будут на демоническом континенте. А вот странный мужчина, дующий на огненный меч, это император Севера, Обер Корвет, также известный как Павлиний меч. Собственно, его причесон под стать прозвищу. И данный момент из трейлера адаптирует вот эту иллюстрацию из ранобэ. Далее нам показывают старую бабку, достающую меч. Это богиня воды Рейда Рея. Она и Павлин — это контент уже из 17-го тома ранобэ. То есть их покажут ближе к концу 3-го сезона. Но до них еще далеко, ведь нам показывают лучшую вайфу Мушоки, бога дракона Орстеда. Он пафосно выходит из пламени, весь покрытый шрамами, с мечом в руке. Более пафосного возвращения и придумать сложно. Хайп абсолютный. Следующая сцена —
первая аудиенция у Перугиуса, его трон и 11 древних духов, которые находятся у него в услужении. Собственно, вон справа стоит Аруманфи. Рядом с Перугиусом же стоит уже известная вам Сильварил. Если что, вот так она выглядит на одной из иллюстраций. Сцена дальше — это снова 14-й том, Демонический континент. Здесь Рудиус показывает класс, используя совершенно новое заклинание — Электрошок, который не классифицируется ни по одной из стихий, парализует противника и обходит боевой дух цели. Последняя сцена — это когда Рудиус закрывает свой дневник, который потом окружается странными черными росчерками, и на такой интригующей ноте трейлер заканчивается. Упс! Простите, нам же еще показали повзрослевшую Эрис, которая вновь появится в сюжете. И вот это уже лютейший хайп. Возвращение бешеной псины будет крайне эпичным, это я уверяю. Она старалась, тренировалась и вернется в самый критический момент. Какой именно, я не буду говорить, конечно. Но все фанаты Эрис уже ждут выхода 3-го сезона, который выйдет только в следующем году. Причем в трейлере не объявили ни дату, ни даже сезон, в котором будет выходить аниме. Такие дела. А теперь с сухим разбором покончено, пора переходить к эмоциональной части. Я дожил! Эрис шикарная. Орстед шикарен. Броня шикарная. Арка дневника будет рвать душу точно так же, как она делала при первом прочтении Ранобэ. В этом сезоне будет все. И мирные семейные деньки, и драма, и трагедия, и агнст. По Ранобэ тома, которая будет экранизировать 3-й сезон реинкарнации Безработного, это самые сильные тома. Самый пик сюжета. Что особенно меня радует, так это то, что в трейлере нет сцен из 18-го тома. А это значит, что экранизировать будут не 6, как обычно, а всего 5 томов. Скорее всего, аниме будет выходить, как и 2 предыдущих сезона, 2 частями по 12 серий. А это значит, что на 24 серии аниме будет 59 глав Ранобэ. 2,5 главы на серию — это более достойный уровень адаптации. Я ожидаю сниженное количество вырезанных сцен, что пойдет сериалу только на пользу. Если вы хотите поделиться своими эмоциями от трейлера, то обязательно пишите их в комментариях. Ну или приходите на стрим, который будет прямо сегодня, здесь, на ютубе, в 18:00 по московскому времени. Анонсов было много. Поговорим и про Мушоку, и про Блич, и про Фрирен. Жду вас там. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.